Всем, ребята, привет! Добро пожаловать на канал Красная Таблетка. И сегодня я хочу поговорить на тему поддержки. То, что необходимо для каждого из нас. Для того, чтобы двигаться вперед, не останавливаться, не расстраиваться, тогда, когда что-то не получается. Канал саморазвития Красная Таблетка. В детстве действительно очень сильно важно для ребенка поддержка. Если он не получает достаточное количество этих поддерживающих, ободряющих слов, каких-то тактильных действий по отношению к ребенку, каких-то созданий приятных, благоприятных атмосфер, чтобы они спровоцировали это стабильное ощущение, что в тебя верят, что тебя поддерживают. Во взрослой жизни для этого ребенка будет действительно сложнее развиваться, пробиваться через вот эти сложности, которые встречаются на пути у каждого из нас. Когда тебе твои друзья говорят, что у тебя что-то не получится, или мама тебе говорит, что ты делаешь как-то не так, или обижаешь маму, или тебя не понимает твоя любимая женщина или мужчина. Очень сложно в таком состоянии идти вперед, несмотря ни на что, достигать своих целей. Когда нам не хватает поддержки, мы можем даже незаметно для нас поменять направление, поменять наши цели. Мы можем усомниться в нашей гениальности, усомниться в крутости нашего проекта. Мы можем усомниться в реальности и в гениальности нашей идеи, усомниться в наших мыслях. Когда тебе начинают писать какие-то неприятные комментарии, может быть, действительно этот человек говорит правду, может быть, я действительно не такой, не такая хорошая, крутая, интересная, и действительно мне следует, возможно, еще поучиться, прежде чем куда-то рваться. Это очень сильно ранит, очень сильно трогает человека, любого человека, даже если он пуленепробиваемый, водонепроницаемый, это будет все равно на секундочку притормаживать. Но очень сильно важно понимать, что когда человек реально чувствует веру внутри себя, он чувствует от себя внутреннего поддержку по отношению к себе, так сказать, внешнему, веришь в себя, когда ты можешь подойти к зеркалу и сказать: Паш, я в тебя верю. Несмотря на то, что сейчас не такое большое количество просмотров, я просто понимаю, что меня смотрят тысячи людей. Сейчас я совсем недавно перешел планку 90 тысяч просмотров. 90 тысяч просмотров — это 90 тысяч людей посмотрели какие-то видосы на моем канале. Будоражит понимание, что частично, хотя бы на чуть-чуть, на секундочку, на 2, на 3, на 15 минут, на 20 минут, на 30 минут я передал информацию, которую я транслирую уже очень давно в своей жизни. Углубился в мышление, углубился в свое ощущение, углубился в свое окружение, вообще в понимание этого мира, мироздания. Я понял, что для нас очень сильно важна поддержка. Меня мама всегда очень круто любила, очень сильно любила, и она всегда в меня верила. Она всегда передавала мне веру, которая всегда у меня, так сказать, как второй голос такой выходит из меня. И я всегда слышу эти слова: Паш, у тебя все получится. И вот это очень сильно важно автоматизировать внутри нашего аватара. Когда слушали мы в детстве какую-то песенку 50 Cent и там Candy Shop там, или еще что-то, да? И для меня эти песни, они будут всегда петься в моем подсознании. То есть я даже, если не захочу их петь, я все равно помню ритм, помню слова. Примерно то же самое, когда тебе в детстве реально много говорили то, что у тебя все получится, у тебя все будет хорошо, и ты на этом прешь как танк. И даже если тебя где-то это останавливает, ты все равно намного больше вдохновленнее, замотивированнее, чем другие люди. Когда я работаю на консультациях с ребятами, я замечаю, что они немножко как бы слабоваты, но слабоваты именно внутри своей головы. То есть они думают, что на самом деле у них что-то не так. Ну вот у тебя там просто получается записывать видосы, консультировать людей. Ну вот у тебя просто получается там запускать что-то новое, да? Если углубиться вообще в всю вот систему действий, вот алгоритм действий, который выполняю я, который выполняет любой другой человек, количество действий на самом деле ни у кого не меньше. Важный момент в том, что вот именно вот эта непосредственная вот эта сфокусированность на своей цели, на своей задаче, она дает самый большой и качественный результат. И совсем недавно я смотрел один из обзор фильма «Форест Гамп», и там очень круто чувак один рассказал про сфокусированность. То есть Форест Гамп сам по себе был он же был немножко такой не от мира сего, да, и он был очень сильно сфокусирован, да, на всем, что он делал. И причем он занимался абсолютно разными вещами. Ловил креветки, в войне участвовал, потом играл в теннис, да,
потом инвестировал в Apple, да, даже не зная, что это Apple, в яблочную компанию, как он сказал. Гиперсфокусированность на задаче давала ему возможность раскрывать любую сферу намного быстрее, чем как бы мог это сделать любой другой человек, будучи как бы не совсем такой, как все, да, то есть умственно типа отсталый он был, да, но его сфокусированность давала ему максимальный результат. И поэтому вот именно тема поддержки, она дает тебе возможность, да, дает возможность каждому из нас получить именно вот ту энергию, чтобы тебе как бы сказали или как вытащили наружу, да, на самые верхние слои понимания, ощущения себя, что у тебя все есть. У тебя все получится. Очень часто в своих консультациях реально веду вот такие беседы, которые потихонечку внутри пробуждают именно состояние «у тебя все получится», состояние веры, состояние поддержки. Неважно, чем ты занимаешься, неважно, какие у тебя идеи, они могут быть абсолютно странные, абсолютно непонятные для других людей. Думаем, что если я это не понимаю или если мне это не интересно, значит это действительно какая-то хрень и это не интересно другим. Любое наше отношение к чему-либо, оно всегда построено на нашем базовом, на нашем детстве. Мы ничего на самом деле своего не передаем, мы всегда ретранслируем какую-то информацию. Я приводил пример в одном из видосов, что людоеды, да, раньше были такие правила, и для них это было нормально, то есть они не испытывали такие эмоции, если бы мы это делали сейчас. Если не посмотрели этот видос, обязательно посмотрите. Вот это все отношения, которые люди нам пишут, которые там какие-то злые комментарии, либо поддержки, да, то есть это не люди плохие, не люди хорошие, а на самом деле мы просто ретранслируем ту информацию, которой нас напичкали. Очень много людей просто, это не замечает, и они думают, что если я там говорю как-то предложения по-своему, да, складываю их по своему стилю, так сказать, то значит я там неграмотный, да. Матрица этого человека, просто не разрешает слышать или понимать, вот и все. Огромное количество не злых, не добрых людей, а существует огромное количество разных ситуаций в детстве, которые формируют человека. Разноплановость вот этих вот событий формирует реально очень разных людей. И действительно, огромное количество людей могут не понять меня. И одновременно огромное количество людей может меня очень сильно поддержать и понять, это очень круто, что ты говоришь. В момент, когда ты хочешь что-то сделать свое, именно свое самое интересное, самое настоящее, тебе необходима поддержка. В первую очередь, поддержка необходима изнутри. И вот ее необходимо пробуждать. Я думаю, что все смотрели фильм «Начало». Ди Каприо сказал, что самое мощное и страшное, что существует на этой земле, это идея. Когда она заражает сознание человека, от нее уже не избавиться. То есть от вируса можно избавиться, да, там от каких-то болезней, но от идеи ты не избавляешься. То есть она настолько впитывается в твое сознание, что она дает тебе энергию, дает тебе вдохновение, мотивацию, да, и, соответственно, результаты. Мухаммед Али никогда не держал руки у своего лица. И это, казалось бы, основное правило из бокса. Все говорили, что типа он делает как-то не так, но при этом он стал там каким-то вообще супер-мега чемпионом мира, да. Вот эта вот академичность, которую, да, там тебе навязывают там или передают как-то через общество, очень сильно важно от этого изолироваться. Записывал 2 мотивационные речи. Там было сказано, что одиночество — это действительно дар. То есть, когда ты изолируешь себя от других людей, ты перестаешь слышать просто не те идеи. То есть, никто не говорит, что эти люди плохие, просто они несут свою идею. Мой канал саморазвития «Красная таблетка» построен как раз на этом, чтобы освободиться от этого информационного потока, убеждений, правил, ненужного окружения. То я не навязываю человеку свою идею. Наоборот, хочу максимально убрать все, что человек себе напридумывал, то, что ему навязали. Тогда, когда ты чувствуешь, что в тебе есть что-то крутое, но ты не знаешь пока, как это реализовать или как это масштабировать, кто-то смеется, знаете, так на втором плане, где-то зависть какая-то, либо человек тебе передает чувство вины, долга, ты обязан делать так, а не иначе, то есть какие-то правила, он может тебе даже аргументировать эти правила, но они тебе не нравятся, они тебе не заходят в комментариях там или в окружении, да, или там как на работе, говорят, транслируют тебе, что у тебя что-то непонятное, какой-то проект странный или у тебя это не получится, то это очень сильно будет влиять на результативность. И это все очень сильно тормозит человека. И когда мои клиенты начинают видеть эту взаимосвязь, они начинают плакать, они начинают нервничать в таком состоянии, что типа, как это просто была какая-то программа, ограниченность. Но вот когда есть поддержка, то, что ты имеешь,
Ты можешь с этим работать, ты можешь точно это сделать, у тебя точно это получится именно в твоем стиле. Давайте сделаем небольшое домашнее задание. Просто понаблюдайте, кто вас окружает, какие видео вы смотрите. Посмотрите, кто и что вам говорит в течение дня, как выглядят твои друзья, что они тебе говорят. Просто попробуй задать единственный себе вопрос: что я ощущаю после этого? Что я ощущаю после этого? Когда я одеваю бейсболку, что я ощущаю после того, когда я погулял с друзьями? Что я ощущаю после того, как занимаюсь сексом с нелюбимой женщиной? Что я ощущаю, когда я общаюсь с мамой? Просто начни задавать этот вопрос каждый день. И если к тебе будут приходить ответы, я буду искренне рад. Напиши их в комментариях. Я буду рад их расшифровать. Я буду рад обсудить это. Совсем недавно я записал 2 уже мотивационных видоса, и я понимаю, что они очень хорошо откликнулись у ребят. Когда вы занимаетесь спортом или делаете какие-то физические нагрузки, упражнения, может быть, там, не знаю, прибираетесь в доме, можете послушать мои видосы, мотивационные видео, 2 мотивации я уже записал. Заходит очень глубоко в сознание человека эта инфа. И она как бы начинает заражать сознание. И тогда постепенно просто человек начинает развиваться, чувствовать себя сильнее. И все люди, которые будут тебе что-то говорить, не то, что тебе нравится, или как бы то, что тебе не хочется слышать, это не будет так сильно тебя тормозить, как раньше. Даже сейчас, в сравнении с собой, я понимаю то, что раньше мне говорило огромное количество людей, что ты делаешь что-то не так. У меня реально очень своеобразное мышление. Я понимаю, что у меня очень своеобразное видение этого мира. Поэтому я и создал этот канал «Красная таблетка», для того, чтобы передать этот нестандартный взгляд, для того, чтобы человек реально увидел, что, блин, нифига, оказывается, может быть по-другому. Я понимаю то, что сейчас я это реализую, несмотря ни на что. Я хочу это, а значит, мне можно. Когда мне сейчас пишут странные комментарии, ты думаешь, блин, какого хрена ты это написал? Напиши лучше, что у меня все круто, что у тебя все получится и так далее. Но нет, человек на это не способен. Поддержкой ни в коем случае нельзя пренебрегать, это очень сильно важно, которая дает тебе энергию, вдохновение и, конечно же, другой образ жизни, другое количество денег, вообще другие блага в твоей жизни. Существует реально большое количество практик, которые могут прокачать чувство уверенности в себе, чувство поддержки, что ты не один, что на самом деле есть огромное количество людей, кто поддержит твой проект. Я поддержу твой проект. Я понимаю то, что это очень важно. Я понимаю, насколько сложно прорываться тогда, когда в тебя не верят. Я понимаю, насколько обидно, когда ты делаешь что-то, и люди этого не понимают. Но на самом деле есть огромное количество людей, кто тебя поддержит, кто поддержит твой стиль, кто поддержит твои начинания, кто поддержит именно твой проект. Нужно выбираться. Скоро увидимся. Канал саморазвития «Красная таблетка».